Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре рассмотрим новые гибридные наушники от компании Queen of Audio стоимостью $99. И приходят они в небольшой коробке, где на лицевой части имеется логотип компании и название этой новой модели Mimosa. Довольно необычное название, согласитесь, но тут уже сзади указаны технические характеристики и располагается график частотной характеристики этих наушников. И за звук в этих наушниках отвечает динамический драйвер диаметром 10 мм и 6-мм микропланарный излучатель уже для сверхвысоких частот. Чувствительность составляет 102 дБ, и они получили сопротивление 32 Ом. Поэтому сразу скажу, что эти наушники довольно требовательные на раскачку. И теперь давайте рассмотрим их комплектацию уже более подробно. Две карточки с различной информацией по этим наушникам. Наушники. Довольно небольшой, но вполне вместительный фирменный кейс. Отличный кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 4,4 мм джек. Два набора фирменных силиконовых амбушюр. Наушники очень небольшие, то есть прямо реально миниатюрные по сравнению с другими гибридными гигантами из предыдущих обзоров и смотрятся, как по мне, не просто изумительно. Они полностью изготовлены из медицинской смолы, а лицевая панель имеет сосновые шишки, которые вы очень хорошо можете тут заметить. Причем на официальном сайте написано, что у всех они будут разные, то есть тут уже кому как повезет. Точно так же было и в Adonis New. Я уверен, вы помните эти бассхедные наушники очень хорошо, поэтому дизайн лицевой панели у каждого будет свой. Но тут уже располагается разъем 2 пин для подключения кабеля и рядом расположено единственное акустическое отверстие. И на внутренней части тут имеется маркировка канала, и вот эта часть более прозрачная, поэтому можно без проблем тут увидеть 10-мм динамический драйвер и небольшой микропланарный излучатель, который находится под этим небольшим металлическим звуководом, который, кстати, получил защитную сеточку с узором и бортик для более уже лучшей фиксации амбушюр. Ну и сидят эти наушники в ушах просто превосходно, так как они очень небольшие и максимально плотно прилегают к уху, поэтому если смотреть на них со стороны, то из уха они почти не выпирают, и это лично меня очень радует, так как это просто суперкомфортные по удобству гибридные наушники, которые я смело рекомендую всем, кто любит вот такие небольшие наушники. Причем я думаю, они также очень хорошо подойдут девушкам, так как реально по универсальности и удобству это, на мой вкус, сейчас просто лучший вариант. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат гибридные наушники Queen of Audio Mimosa. Вот так выглядит и график частотной характеристики, и эти наушники имеют усиление низких частот на 12 дБ с очень плавным переходом к области нижней середины, а основной акцент в области верхней середины здесь имеет усиление на 10 дБ, что абсолютно нормально. И так получается, что низких частот здесь будет даже побольше, поэтому этот диапазон не звучит излишне энергично и утомительно, и можно вообще забыть про какую-либо резкость и агрессию в этой области. Да и высокие частоты в этих наушниках прям хороши. Они очень продолжительные и не имеют каких-то сильных провалов и лишь плавно уже затухают после 16 кГц, что прям отличный результат. Поэтому эти наушники не звучат в этом диапазоне излишне темно или по аналоговому тепло, а наоборот, здесь мы имеем крайне прозрачную и воздушную подачу, которая лично мне нравится даже больше, и прослушивание микронюансов здесь уже находится совершенно на другом уровне, в отличие от наушников с упрощениями в этом диапазоне. То есть здесь мы имеем уже реально серьезный уровень звучания за довольно небольшую стоимость. Но, конечно, давайте теперь обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты — это прям отличное попадание, так как бас в этих наушниках реально очень мощный, раскатистый, панчевый и просто шикарен на текстуру. Он звучит прозрачно и воздушно, с четко выделенной атакой и без какой-либо вальяжности и расслабленности в своей подаче. То есть здесь мы имеем очень глубокий и подробный саббас и безумно ударный и панчевый мидбас. И я без всяких сомнений могу сказать вам, что басхеды здесь точно останутся довольны. Уж такой убойный, как молот бас, точно не оставит никого в покое. Он излишне ненавязчивый, как в каких-то уже супер басхедных наушниках, но при этом здесь он грамотно
плотно заполняет собой буквально все пространство, создавая тот самый глубокий, мощный вау-эффект, который как раз и оценят любители мощных низов. Да и что уж там говорить, ребята, я и сам люблю такой мощный бас. И мне кажется, вот именно такого количества должно хватить уже большинству слушателей. Это не только для басхедов, но и для тех ребят, кто слушает современную электронику, хип-хоп, где каждый басовый удар должен звучать четко и подробно на текстуру. И что особенно приятно, это то, что этот диапазон не перегружает и не затмевает собой другие частоты. И при прослушивании уже более сложных произведений, например, оркестровых или саундтреков с низкими партиями браса, фортепиано и струнных, бас здесь остается на своем месте, то есть не затмевая собой остальные инструменты. То есть это именно тот баланс, когда бас излишне не давит, но при этом он чувствуется и реально сфокусирован на увесистую полноту звучания и делает прослушивание абсолютно разнообразной музыки по-настоящему увлекательным и задорным. Поэтому за то, как тут акцентирован и по-настоящему классно подается этот диапазон, от меня однозначно респект. Это пример того, как нужно работать с настройкой низких частот, чтобы они не теряли своей мощи, но при этом и не нарушали общий баланс звучания. Да и серединка в этих наушниках ну просто по-королевски хороша, так как она звучит именно так, как на мой вкус должны звучать уже реально наушники более высокого уровня. Она очень прозрачная, достаточно воздушная, с небольшой легкостью, и в ней нету вот этой никакой добавочной лишней назойливости и тяжести в области нижней середины или излишней аналоговой теплоты, что часто встречается в других моделях. И при прослушивании сразу становится понятно, что каждый инструмент в этом диапазоне звучит четко, максимально локализованно и точно на своем месте, не затуманивая и не размывая общую картину. И эта прозрачность, заметная в этих наушниках, создает ощущение воздушности и заметной открытости звуковой сцены. То есть эффекта, будто вокалист находится в заперти, тут нет. При этом мне нравится, что тут и не теряется вот эта сохраненная насыщенность передачи вокальных партий, а наоборот даже заметно так добавляется глубина и большая натуральность в передаче женских и более экспрессивных вокалов, без какой-либо сухости или излишней яркости в их подаче. И что особенно радует, так как это то, как подается верхняя середина, так как тут прям все очень аккуратно и точно, нет никакого малейшего намека на утомление, как бывает, когда эта часть диапазона звучит слишком ярко или даже с некоторой резкостью. Вместо этого здесь в этих наушниках она сохраняет драйв и напористость, добавляя музыкальному материалу необходимую энергичность и легкий акцент, что делает каждую композицию уже более живой и захватывающей, а вокальные партии звучат как будто прямо перед вами, то есть выдвинуто вперед по построению и с реально отличной детализацией и хорошим разрешением. Да и в целом, ребята, я даже не знаю, кому здесь может что-то не понравиться. Вокалисты и инструментал получают необходимое широкое и правильно построенное пространство для их раскрытия, а каждый элемент, даже самый мелкий в музыке, выделяется, но в то же время все на выходе здесь звучит очень аккуратно, органично и без вот этой неприятной излишней агрессии или вычурности в подаче, как это особенно бывает в наушниках с настройкой Harman. То есть все здесь настолько хорошо сбалансировано, что даже и не хочется искать какие-либо недочеты, так как на мой вкус это просто отличная серединка. Да и высокие частоты тут хороши во всей своей красе, тут их точно не пожалели и раскрыли как полагается. И на выходе, ребята, здесь мы имеем просто потрясающую техничность и аналитику, и прослушивание микронюансов с реально отличной детализацией. Каждый звук, каждое малейшее изменение в структуре трека в верхнем диапазоне слышно четко и различимо, без какого-либо размытия или расплывчивости образов. Эта прозрачность дает не только наслаждаться вот этой планарной особенностью, четкостью, но и ловить каждую текстуру в звучании и мелкие нюансы, будь то легкие щелчки и послезвучия тарелок или мелодичные насыщенные верхние ноты струнных инструментов. И уж знакомый тембр планара я здесь сразу узнаю. Да, ребята, это именно он дает настолько подробный и точно настроенный этот диапазон, и поэтому буквально весь этот диапазон обрабатывается с высокой степенью хирургической точности, что при этом и не помешало сохранить здесь достаточно
мощную естественность подачи и структурную органичность. И в отличие уже от других моделей, где высокие частоты могут становиться слишком резкими или излишне яркими, здесь они наоборот сохраняют свою атмосферность, сбалансированность и необходимую для реально уже приятного звучания прозрачность, не перегружая ваш слух лишними и вообще совершенно ненужными акцентами. И высокие в этих наушниках абсолютно точно не режут слух. Они не звучат как-то жестко или пронзительно, как иногда бывает, когда производители при настройке наушников чересчур увлекаются излишней детализацией и аналитичностью. И здесь они прям правильно сохраняют свою атмосферность и вместе с тем дают максимум точности и разборчивости. Поэтому, когда слушаешь музыку через эти наушники, высокие не только не утомляют, но и добавляют хорошее, необходимое ощущение свежести, расширяя общую картину. И вообще вот эта вся хирургическая точность и детализированность звучания напоминает мне просмотр фильма с кристально чистым изображением на 4К телевизоре, где перед вами буквально ничего не скрыто, и вы можете увидеть абсолютно все, даже самые мелкие детали. Но, конечно, при наличии не менее хорошего ЦАП-усилителя. Никогда не забывайте про это. Ну и звуковая сцена в этих наушниках действительно впечатляет своей открытостью и широтой, и она создает ощущение, что звук немного выходит за пределы головы, как бы распространяясь вокруг и образуя большое и реально просторное звуковое поле. И при прослушивании этих наушников есть четкое понимание, что каждый инструмент и вокал звучат из своего конкретного места, что значительно упрощает их определение, местоположение уже в более сложных миксах, да и разделение планов заслуживает отдельного упоминания. Эти наушники позволяют легко различать передние, средние и задние планы. Например, вокал может звучать прямо перед вами, в то время как гитара уже чуть позади, а ударные совсем где-то глубоко в глубине сцены. Такое разделение создает эффект присутствия на живом выступлении, или я бы сказал в студии, где каждый элемент звучания находится на своем месте и не перекрывает собой другие. То есть локализация и разделение планов в этих наушниках реально хорошая. Да и глубина звуковой сцены также впечатляет. Звук не просто разносится как-то в стороны, но и уходит заметно так вглубь, добавляя большей трехмерности в звучании. И это создает ощущение, что звук как будто исходит из реального окружения. Не такого близкого, конечно, как прослушивая колонки, но тем не менее что-то вот отдаленное здесь есть. И это довольно крутой эффект. Ну а вывод по гибридным наушникам Queen of Audio Mimosa у меня получился таков. На мой вкус, друзья, сейчас это лучший выбор за эту небольшую стоимость. Для всех тех, кто предпочитает очень прозрачное, безумно воздушное и чистое звучание, с очень мощным текстурным и глубоким басом, очень гладкой, совершенно не резкой и излишне неэнергичной серединкой и просто безумно техничными и детальными высокими частотами. И эти наушники я смело рекомендую к покупке для всех. А ссылка на покупку наушников находится, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.